Четвертый тип людей — стратегические мыслители. Они понимают игру на более глубоком уровне. В мире, где все кричат о себе, молчание становится суперсилой. Когда информации слишком много, дефицит превращается в ценность. Эти люди знают, внимание — это новая валюта, и они не готовы тратить ее просто так. Каждый пост, каждое фото — это расход энергии, которую можно потратить на что-то более важное. Они инвестируют свое время в реальные достижения, а не в их демонстрацию. Люди, которые меньше рассказывают о своих целях в соцсетях, чаще их достигают. Почему? Потому что мозг воспринимает публичное объявление целей как частичное ее выполнение. Получается, что человек уже получил порцию признания, и его мотивация снижается. Стратегические мыслители это чувствуют. Они работают в тишине и позволяют результатам говорить за себя. Для них соцсети — это инструмент наблюдения, а не демонстрации. Люди, которые редко постят свои фото, лучше читают эмоции других людей. Они тратят больше времени на изучение чужого поведения и меньше на создание собственного образа. Это дает им преимущество в реальном общении. Такие люди понимают одну важную вещь. Цифровой след — это навсегда. Каждое фото, каждый пост формирует репутацию, которую потом очень сложно изменить. Они предпочитают контролировать информацию о себе, а не отдавать этот контроль алгоритмам соцсетей. Психологи называют это информационным суверенитетом, способностью самостоятельно решать, какую информацию о себе делать публичной. В эпоху тотальной прозрачности это становится редким и ценным навыком. Но давайте копнем глубже, что на самом деле происходит в голове человека, когда он выкладывает свое фото в соцсети, и что чувствуют те, кто этого не делает. Нейрохимия соцсетей работает одновременно просто и жестко. Когда вы постите фото, мозг ждет реакции. Каждый лайк выбрасывает немного дофамина, того самого гормона удовольствия. Но здесь кроется подвох. Дофамин вырабатывается не от самого лайка, а от ожидания лайка. Получается замкнутый круг зависимости. Люди, которые не постят фото, разрывают этот круг. Их мозг не привязан к внешней оценке. У таких людей более стабильный уровень серотонина, гормона счастья, который не зависит от внешних факторов. Психологи выяснили, что люди помнят комментарии к своим фото в среднем в 3 раза лучше, чем реальные разговоры за тот же период. Мозг начинает считать цифровое общение более важным, чем живое. Те, кто избегает постинга, сохраняют приоритеты на общение с реальными людьми.